Потому что вот такое решение я вижу вообще первый раз. Это либо плитка должна быть, либо ковер. Само окно видно, что оно ходит. И как... Это, ну, это не какао, это что-то непонятное. Либо туда отдельно жир налили. Так, мы находимся в отеле Waterfront. Если вы хотите остановиться в центре города и посмотреть достопримечательности, один из не самых лучших, один из нормальных, недорогих отелей, это у нас Waterfront казино Сибу. Не спутайте, потому что на территории Сибу находится два отеля по таким же именем. Один находится рядом с аэропортом. Он тоже называется Waterfront Airport. И второй Waterfront Cebu, он находится уже не на острове Мактан, а в центре города самого Сибу. При входе у них опять стоит металлоискатель. Не знаю для чего он, потому что он все равно пищит на абсолютно все. Вот я прохожу, тоже пищит. Я не знаю, что они здесь проверяют. В первую очередь нас встречает вот такая елка. Сейчас время Рождества. Соответственно, присутствуют многие декорации. Хотя несколько лет назад весь этаж был заполнен рождественскими декорациями. Было много елок, много снеговиков. Многие люди приезжали из города только пофотографироваться. Посмотрите, какое красивое панно Атласа мира над нами. Здесь у нас главное лобби. Отсюда у нас идет выход на главный лифт. Первый, второй. Кстати, у них вот эти есть несколько картин, которые висят на стенах. Это настоящие прям картины, нарисованные на самой стене. Кстати, когда вызываете лифт, при вызове лифта, здесь нет никакой нумерации, на каком этаже находится лифт. И вы абсолютно не знаете, какая из 4 дверей откроется. Вот сейчас приехал лифт с этой стороны, он приехал без звука. В общем, когда вызываете лифт, вам нужно смотреть 360 градусов вокруг себя. По левой стороне у них имеется магазин Лакоста. Многие магазины закрылись с нашего последнего визита. По вечерам здесь собирается очень много народу, потому что здесь у них есть места для проведения разных банкетов. Здесь даже имеется концертная площадка в 2 этажа. Все застелено у нас ковром. Ковер, понимаете, в каком состоянии. Он менялся довольно-таки, я так предполагаю, давно. Местами тоже имеются ковры. Они же в таком же состоянии. Хотя здесь давно надо было поменять уже на саму плитку. Потому что вот такое решение я вижу вообще первый раз. Это либо плитка должна быть, либо ковер. Они решили оставить плитку по краям, а посередине постелить ковер, который заменить, я так предполагаю, не собираются. Поэтому ковер, он еще видно со дня постройки этого отеля. Дальше, проходя лобби, по правой стороне у нас выход по лестнице на 2-й этаж в зал казино. Здесь у нас маленькая кафешка. По правую сторону продают
ювелирные украшения. И с этой стороны у нас угловой ресторан. Ресторан называется Uno. Здесь проходят завтраки. Буфет недорогой. Вы можете плотно так подкрепиться с утра. Прямо напротив ресторана есть маленький магазинчик, где вы можете взять также сувениры, взять футболки, магнитики и все такое. Ценники тоже недорогие, в принципе такие же, как и в городе. Вот на этом проходе устанавливаются дополнительные столики для посетителей. Так как отель достаточно недорогой, здесь у них номера. Так, если вы заказываете через онлайн, через какой-нибудь сайт типа погоды, вы можете приобрести, насколько я помню, за $70. А так на ресепшене можете взять за $70, за $90 комнату. Так как отель недорогой, поэтому здесь всегда много народу. И на завтраках иногда не хватает места. Так, с этой стороны у нас китайская кухня, китайский ресторан. Вот эта вся улица, получается, имеет разную тематику, разных ресторанов, соответственно, и разную кухню. Китайская кухня по ценникам. Все вы можете грубо делить на 50, чтобы получить цену в долларах. По левой стороне другой ресторан называется Ла Кондола. Так понимаю, это скорее всего итальянская кухня. Скорее всего у них будет здесь паста. Да, я прав, это паста, спагетти. Цены у них чуть больше $10. По левой стороне у нас будет еще один ресторан. Смотрите, какой у них пол сделан в виде танцпола. Дискотека 80-х. Так, здесь у нас ресторан называется Мизу. Я так предполагаю, это японская кухня. Так оно и есть. Цены достаточно недорогие. Вот суши вы можете взять разного вида, начиная от $4 и до 9. Дальше здесь у нас по этой стороне туалет. Кстати, туалеты очень приличные, очень чистые. Они не современные, но они очень чистые. И здесь у нас идет уже не кухня. Я так понимаю, у них проходят здесь бинго игры. И вы плывете по такой аллее, которая имеет брусчатку, прям реальную брусчатку. Это не какой-то кафель. Казино находится на верхнем уровне. Здесь у нас вход в казино Филиппино. Казино оказалось рабочим. Клиентов сейчас нет, потому что сейчас только 11 часов. Вы можете наблюдать, что у них имеются современные слот-машины. Дальше идут столики. Там дальше. Там большой зал со столиками из карт. Я не любитель азартных игр, поэтому дальше идти не буду. Отсюда у нас полный вид на лобби со второго уровня. Здесь кругом фрески. Прям настоящие картины, нарисованные на стене. Здесь нет никаких плакатов, фотографий. Все у них живое. Так как это было принято лет 20-30 назад для дорогих отелей.
Отсюда у нас вход в тренажерный зал. Hello. И по левой стороне выход на улицу, на задний двор, где находится бассейн. На заднем дворе, помимо бассейна, есть вот такая площадка с газоном. С газоном, со столиками. Я так предполагаю, здесь также проходят мероприятия. 11 часов, жара уже началась. Здесь у нас есть несколько маленьких бассейнов. Самый маленький у нас для самых маленьких. Побольше бассейн имеет горку. Посередке у нас есть барная стойка. По потрескавшейся плитке, асфальту. Можно понять, что здесь реконструкция не делалась довольно-таки давно. Вот эта сторона имеет более глубокий бассейн. Раньше вот с этой скалы падала вода. Было что-то в виде водопада. Так, нас обманули. Здесь. Alright. Okay. Thank you for the help. Так, здесь нас обманули. В общем, это просто простые синглы, не супер синглы. Вдвоем спать будет очень неудобно. Жена говорит, ладно, ночь перетерпим, но я все равно ей предлагаю взять еще одну экстра кровать. Короче, мы решили сделать вот так. Две кровати соединить. Потом добавить дополнительную экстра кровать. Заплатили 2000 песо. Потому что нам еще лететь, поэтому нам надо хорошо выспаться. Так, итак, вот так выглядит комната. Мы взяли, называется Superior. Можно выбрать, либо она будет с большой king кроватью, либо с двумя маленькими кроватями single. Изначально на стойке я переспросил, single это super single, потому что super single там получается 6 ладошек, здесь у нас только 5. Раз, два, три, 4, 5. В общем, это просто стандарт, скорее всего 90 сантиметров, не 110. Поэтому нас, скажем так, немного обманули. Пришлось взять два сингла. Мы поняли, что на одном сингле один родитель с ребенком спать не получится, поэтому мы установили дополнительно одну экстра кровать, заплатив 2000 песо, включая breakfast. Эта комната нам обошлась в чуть меньше $80 с двумя брекфастами. Потом мы доплатили отдельно. Так, сколько у нас? 2000 песо. Это еще где-то $40, что ли, получается? Да. Еще $40 за дополнительную кровать. Мы заказывали онлайн, поэтому были такие расценки. Если вы оплачиваете сразу на стойке, это будет от $90 и выше. И, кстати, в этом отеле ценники, они всегда меняются, поэтому предварительно, как вы будете заезжать, можете позвонить, узнать, какие у них есть там дискаунты, либо нет, потому что ценники меняются в зависимости от того, насколько загружен отель. Чем больше людей, соответственно, меньше номеров, тем у них ценник поднимается вверх. По комната выполнена также, как и в предыдущих отелях, была, возможно, построена в 80-х либо 90-х годах. На полу у нас ковер. Ковер идет до сюда. Отсюда начинается плитка. С правой стороны у нас туалет, зеркало. С левой стороны у нас шкаф, встроенный с
сейфом. В шкафе были тапочки. Очень-очень одноразовые. Покажу, какие тапочки. Тапочки они на один раз. Если вы их наденете на ногу, они сразу у вас порвутся, поэтому берите тапочки с собой. По правой стороне здесь у них место для холодильника, соответственно, есть холодильник. В холодильнике нет ничего, кроме воды. Здесь были 2 бутылки воды. Сейчас мы положили их в холодильник. Да. Так стоят 2 бутылки воды. Есть чайник, есть кофе, есть чай. И как бы все. Стаканы тоже маленькие, очень маленькие. Но зато не глубокие, удобно их мыть. Мы в этот раз ничем не пользовались, просто пили с бутылок. Комната достаточно просторная, но опять же таки мало освещения. Если вы посмотрите по этой стороне, есть освещение над телевизором и над рабочим местом. По этой стороне 2 маленьких светильника над головой и 1 центральный. Все они излучают только желтый цвет, поэтому все эти светильники, они не для чтения. Если вы будете там читать, писать, шить, вам, короче, нужно будет воспользоваться дополнительной подсветкой своего телефона, либо выходить в коридор. Света не хватает. Ну есть еще дополнительная подсветка, вот она идет за занавесками. Подсветка идет отсюда и вот она, и туда. По паласу точно так же по ковру. Не советую ходить пешком, босиком, потому что неизвестно, что там водится в этом ковре, который как минимум, наверное, лет 30. Телефоны. Здесь абсолютно все очень устарелое. Сами телефоны, они тоже в таком состоянии, они работают через раз. Вот видите, даже нет звонка. Его нужно несколько раз набрать, чтобы пошел гудок. Вот только сейчас пошел гудок. Ну, видите, какое состояние телефон. Кондиционер зато здесь стоит правильно над проходом, не над кроватями. Поэтому мы также на ночь можем его оставить. Он будет дуть по заданной температуре. Фильтров здесь нет, поэтому проверить нельзя будет. Температура задается вот таким старым, очень старым термостатом. В эту ночь мы спали без кондиционера, и было даже немного холодно, потому что наша сторона, она не солнечная, она сильно не нагревается, она смотрит на город. Вид сейчас покажу. Здесь у нас 2 таких пуфика. Здесь еще 1 пуфик. Телевизор. Сейчас мы здесь все разбросали. Сейчас буквально через 4 часа нам уже надо съезжать. Телевизор не имеет доступа ни к Netflix, ни к YouTube. Стандартные каналы, которые вы можете найти вот на такой брошюрке. Вся мебель, она очень старая, но функциональная. Если вы остаетесь на долгое время, здесь много ящиков, куда можно чего спрятать. Не нравится мне то, что здесь выход, посмотрите, здесь нет балкона. Если вы приехали с детьми, вот окно начинается, оно стоит достаточно таки низко. Если я буду вот так стоять, стекло, она у них, имейте в виду, одинарное. Если прислониться к этому стеклу, будет как минимум очень больно. Если надавить на стекла, вот они сейчас
сделаю побольше. Они забаррикадировали все эти стекла с помощью силикона по контуру, чтобы люди их не открывали. Стоят замки, но надавив на само окно, видно, что оно ходит. И, как я говорю, стекло одинарное, поэтому, если вы остаетесь с детьми, будьте осторожны, либо берите более нижний этаж. У нас сейчас 12 этаж. Как бы они, наоборот, хотели нам дать номер такой, чтобы был получше обзор самого города. Здесь на город, конечно, не на что смотреть. Но, по крайней мере, когда высотка, это всегда хорошо, когда вы находитесь над зданиями. Но когда вы останавливаетесь с детьми, это опасно, если у вас нету балкона. Вот в данном случае нету балкона, плюс еще одинарные стекла. Одинарные стекла тоже в таком состоянии, что... Но они все засиликоненные, чтобы их не открывать. Если захотеть, они даже завинтили их. Возможно, были случаи. Занавески вроде как не пыльные, но достаточно грязные. О, посмотрите занавески в каком состоянии. Чего только здесь нету. Я только что заметил состояние занавесок. Занавески видно такой же давности, как и само здание. Имейте в виду, что отель находится в центре города. Отсюда удобно добраться до разных моллов, до разных улиц, где проходит весь шопинг. И по цене относительно недорогой. Возможно, если этот отель был когда-то, может быть, 5-звездочным, сейчас, наверное, звезды у него 3-4 осталось. Но за комнату, которая до $100, это довольно-таки дешево по сравнению с другими резортами и отелями, в которых мы были. Давайте посмотрим. Туалет, ванны. Так, опять же, в старых традициях здесь не душевая кабина. Здесь и идет полная ванна. Здесь она сделана правильно. Вот видите, она идет прям плитка идет выше самой ванны, так что вода будет спускаться вниз. Если вы сравните с Джей-парком, там вода, она, в общем, скапливается, начинает потом гнить, если ее не убирать. 2 дня она начинает, вся вот эта сторона начинает быть такая скользкая, что если упадет туда кусочек мыла, либо чего-то, это все, уже прощай, ты его трогать не захочешь. Душевые вчера стали мыться, они очень старые. Посмотрите, в каком состоянии. Здесь много дырок отсутствует. Поэтому, когда я пользовался лейкой, с каких-то дырок на меня текло, с каких-то не текло. Короче, это была полулейка, полукран. У вас есть дополнительный коврик. Можете постелить, если принимаете ванную. Не знаю, кто принимает ванную в последнее время. Все используют только душ, тем более в отелях. Но вы можете воспользоваться ковриком, чтобы не скользило. Дается достаточно полотенца, потом есть вот такая штука, тоже очень старых, скажем так, старых лет. Она натягивается для того, чтобы вы могли вывесить какое-нибудь белье, и чтобы оно стекало. Так как на территории имеется бассейн, вы вывешиваете свои плавки, либо там свой swimsuit, и он будет капать ровно в ванную. В Джей-парке вот эта штука, не знаю, какая они проектировали, она находится вот где-то здесь. Поэтому даже натянув ее, вы будете попадать мимо, вода будет собираться на полу. Так, на полу здесь у нас кафель. Видите, в каком состоянии. Тоже maintenance уже давно. Здесь и здесь потряс.
Мейнтенс уже давно не работает. Фен. Не люблю вот такие фены, потому что они не дают вам возможности просто отойти от раковины. Вот вы встаете вот, максимум вот на таком расстоянии, дальше он просто не тянется. Вот. Ваша рабочая зона только над самой раковиной. Кстати, фен довольно-таки не мощный. По-моему, он тоже на 110 вольт идет. Сзади здесь спрятался толчок. Стандартный толчок. Два держателя для бумаги. Эти треугольники уже давно не делают. В этом отеле, я говорю, у них все outdated. У них все по старому типу. Поэтому они как 30 лет назад начали делать такие треугольники, такие продолжают. Здесь у них есть телефон. Кстати, идет гудок. Тоже телефонами уже давно не пользуюсь, потому что любой человек, который идет, садится на толчок. Кстати, толчок, он висит очень криво. Все, кто пользуется туалетами, идут в туалет. Они всегда идут вместе со своими сотовыми телефонами. Поэтому наличие вот такого телефона уже по нашему веку, по нашим меркам, уже не нужно. Здесь и есть слив, что иногда редко бывает в новых гостиницах. Они просто тянут, получается, воду и протирают вашими же полотенцами. А здесь, возможно, все промывается. Возможно. Шампуни и все такое у них точно так же стоит под своим лейблом Waterfront. У них есть другие номера, чуть больше, но кровати у них все стандартные. Вы не найдете комнату с кроватью, с двумя кроватями пошире. Это либо одна большая кровать, либо две маленькие. Если вы приезжаете с семьей, по-любому вам нужно будет либо в тесноте спать, что очень неудобно, так как кровати, они очень узкие, каждая кровать по 90 сантиметров, либо брать дополнительную экстра кровать. Оценка по нашему отелю. Здесь, кроме бассейна, джима и казино, прогуляться здесь больше негде. Ну, учитывая то, что сам отель находится в центре города, соответственно, у него территория небольшая, потому что земля дорогая в центре города. Это все понятно. Но у них есть свои удобства в том плане, что вы всегда можете, вам не обязательно обедать и ужинать здесь. Вы можете заказать рум-сервис. Кстати, он здесь относительно недорогой по сравнению с другими отелями. Помимо этого, вам не обязательно здесь кушать. Вы всегда можете выйти в город. По ценникам сервиса сейчас покажу. Вы можете выйти в город, спуститься туда, и там куча ресторанов, которые будут стоить намного дешевле, и вы сможете насладиться именно традиционной филиппинской кухней, то, чем сами филиппинцы питаются. По комнате, сами видите, в каком состоянии, но из-за того, что ценник здесь недорогой, поэтому тройка с плюсом. Большой минус, то что у них нет номеров с большими кроватями, соответственно, не предусмотренные для посещения семьями. Хотя, когда мы записывались в лобби, было очень много именно семей с детьми. Похоже, либо они берут по 2 номера на семью, либо вот как мы сделали, взяли дополнительную кровать. У нас самолет здесь сегодня будет в 2 часа ночи, поэтому мы будем уезжать где-то в 10 до аэропорта. Чтобы дети не устали, изначально был план оставить все вещи на фронте, сделать чекаут в 12 часов, либо самый поздний чекаут здесь в час, они разрешают без дополнительной платы, оставить весь багаж на фронте, погулять
потом заехать на такси, забрать вещи и поехать в аэропорт. Такой был план, но дети очень устали, поэтому что мы сделали, мы попросили, чтобы они нас выселили позже, в 5 часов, чтобы как можно дольше мы могли пробыть в комнате, чтобы дети могли еще немного поспать. Видите, что у нас кто-то там шевелится. Младший у нас пока еще спит. Поэтому до 5 часов, если вы остаетесь, у вас это будет стоить дополнительно 1000 песо. Это где-то около $20, чуть меньше $20. Он даст вам возможность просто побыть в комнате еще дополнительные 4 часа, если у вас самолет поздно ночью. По правой стороне от лобби у них находится главный ресторан, где проходят все брекфасты. Брекфасты, они уже включены, но только для взрослых. Детский вам нужно будет проплачивать отдельно 50%. Буфет достаточно полный. Имеется филиппинская кузина. У них имеется 2 зала. Сейчас все 2 зала полные. Поэтому даже площадка перед рестораном, которая находится в проходе, она тоже заставлена несколькими столами. Это означает, что отель хорошо посещаем, у него много посетителей. Состояние тарелок желает ждать лучшего. Какао. Они, возможно, использовали просто растворимый порошок, залили его водой, при том, что там даже нету сахара, они переборщили с водой, и получилась такая гадость. Так. Так как там совсем нету сахара, почти нету сахара, Крис решил его разбавить сахаром, чтобы сделать более сладкий, чтобы он чем-то был похож на какао. То есть, если посмотреть на концентрат жира, который плавает прям на поверхности, это не какао, это что-то непонятное. Либо туда отдельно жир налили. Крис решил все попробовать. Давай. Давай. 일단 네가 한번 해. 조금만 입에 넣고. 조금. Да, сейчас он будет пробовать. Достаточно вот такой капельки, чтобы вас перевернуло. Так. Попробую я. Настолько лишь это ужасно. Короче, это такая гадость. Это какой-то жирный суп. Сейчас он уже стал сладкий. Какой-то суп, там вообще не чувствуется какао. И такого же рода здесь и кофе. Чай хоть более-менее. Имейте в виду, какао не пробуйте. Вас перевернет так, что Саша бегал в туалет, чтобы промыть рот. Так, мы находимся в самом дальнем правом крыле от лобби. Здесь у нас в самом конце идет бинго. Здесь у нас туалет, общественный туалет в Waterfront.
самый дальний угол. Посмотрим, в каком состоянии. Что в нем есть. За дверью у нас при выходе зеркала нету. Есть сушитель для рук, ведерко. Такие ведерки не люблю, потому что каждый раз надо либо метиться, либо бояться, чтобы не запачкаться, туда закидывать. Туалет чистый. У нас 3 раковины с подсветкой, зеркалами. С левой стороны кабинки. Кстати, в кабинках с унитазами, с квадратными унитазами, смотрите. С квадратными унитазами. У них двери выполнены стеклянные. Стеклянные, это означает, если там включить свет, соответственно, будет видно, что там кто-то есть. А вот как включается свет, непонятно. Ну, продемонстрируем здесь. Сейчас включен свет. Кабинка с людьми, скажем так, внутри. И кабинка без людей. Ну, такой маленький оттенок есть, что там кто-то есть. Ручек нету. С другой стороны есть вот такая закрывашка. Да, и, кстати, есть ручка. Есть полки. Полки вроде как чистые, трогать не буду, поверьте на слово. Есть сразу 2 держателя для туалетной бумаги. Вот такие урны нам более удобные, чем такую, которую делают как гармошку. Так, здесь у нас вдоль от угла идут писсуары, причем есть детский писсуар, но нет детской раковины. Для ребенка будет достаточно высоко. Они все уже адаптированы под сенсор. Мыло тоже присутствует. Здесь не жарко, кондиционера нету, но вентиляция работает. И маленькая пометка, как чистить, как мыть руки. Туалет чистый. Ну, возможно, потому что он находится очень далеко. Сейчас проверим еще один туалет, чтобы потом не обвиняли ни в чем, что нашел самый дальний туалет. Так, и еще один туалет в отеле Waterfront, самый ближний к лобби. Туалет выполнен в том же стиле, тоже чистый, те же самые кабинки, такие же ведра мусорные, которые не очень неудобные, в которых боишься запачкаться. Кабинки, здесь писсуаров почему-то меньше, хотя это как бы считается основной туалет, он рядом находится с лобби. Есть детский писсуар, 3 взрослых, большое зеркало и 3 раковины. Опять же, таки раковины для детей нету. Салфеток здесь и нету, только hair dryer, таким вообще желательно не пользоваться, потому что он гоняет очень плохой воздух, который находится здесь, а здесь воздух он такой, хоть и проветривается, все равно имейте в виду, здесь копятся все эти бактерии, поэтому лучше, промыв руки, здесь опять же таки на сенсорах, просто встряхните, намного меньше бактерий у вас останется. И здесь также пометка. Туалеты чистые.